Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 18 февраля, вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Израиль ожидает получить тела 4 заложников Хамас уже в четверг. Соглашение с Хамас предусматривает, что тела ряда заложников будут возвращены Израилю на 33-й день прекращения огня, который приходится именно на четверг. Об этом сообщил израильский чиновник. Армия обороны Израиля уже начала подготовку к возвращению тел. Имена заложников будут переданы Израилю в четверг утром и будут доставлены в судмедэкспертизу машинами скорой помощи армии обороны Израиля. Семьи будут проинформированы только после того, как тела будут должным образом идентифицированы. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля КАН-11. Также ожидается, что 3 живых заложников будут освобождены в ближайшую субботу, как и было запланировано. Гаарец и 12-й телеканал израильского телевидения комментируют, что на следующей неделе будут возвращены еще 4 тела. Ярден Бибас, вернувшийся домой несколько недель назад из плена Хамас, заявил, что не верит заявлениям террористов о судьбе его жены Шири и 2 сыновей Ариэля и Кфира. Ярден подчеркивает, что пока не будет предоставлено убедительных доказательств, он уверен, что его семья жива и должна вернуться домой. «Я не верю заявлениям Хамас, это может быть отвратительная пропаганда». Конец цитаты. Родные поддерживают Ярдена в его убеждении, что Шири и сыновья живы. По их словам, его возвращение дало им новую силу в борьбе за освобождение Шири, Кфира и Ариэля. Израильские чиновники же не под запись комментируют и опасаются, что в четверг могут вернуть Шири сыновей, вернуть их тела. Если этого не произойдет, шанс на то, что Шири сыновья выжили, возрастает, поскольку Хамас, по всей видимости, будет держать их до последнего, чтобы обменять на одного из своих главарей, который содержится в израильской тюрьме. Новости на Радио Мария. Тем временем около 2000 человек собрались вчера в Тель-Авиве, чтобы отметить 500-й день 7 октября 2023 года. Участники акции призывали правительство Нетаньягу заключить соглашение, которое позволит немедленно вернуть домой всех оставшихся заложников, а не затягивать сроки освобождения, как это предусмотрено нынешним соглашением. Цитирую: «Отказаться от них значит отказаться от нас». Самая известная активистка и мать заложника Матана Зангаукера Эйнав Зангаукер заявила, цитирую, что Нетаньягу пытается разлучить меня с моим сыном. «Я просто мать, которая хочет вернуть своего сына». Мать заложника не должна требовать, чтобы премьер-министр не тормозил сделку. Мы заслуживаем другого руководства, которое принесет извинения. Мы, граждане страны, заслуживаем того, чтобы у нас были отец и мать, которые обнимут нас. На столе лежит сделка, и премьер-министр пытается разлучить меня с моим сыном. Сделку нельзя сорвать, говорит Эйнав Зангаукер. О том, кто взял под крыло Эйнав Зангаукер, мы подробно рассказывали во вчерашнем выпуске. Посмотрите обязательно. Главные новости Израиля. Армия обороны Израиля подтверждает, что наши войска останутся на 5 стратегических позициях на юге Ливана после сегодняшнего крайнего срока вывода военных в рамках соглашения о прекращении огня. На 5 позициях армия обороны Израиля уже построила военные сооружения. Военные добавляют, что армия усилила оборону на израильской стороне границы, улучшив возможности наблюдения, включая большое количество камер, радаров и датчиков, и утроив численность войск по сравнению с довоенным периодом. В
ЦАЛе добавляют, что сторонники Хизбаллы устроят протесты, поскольку жители приграничных деревень на юге Ливана вернутся в свои дома. К тому времени наши войска уже не будут размещены ни в одном из городов, поэтому прямых столкновений быть не должно, согласно данным армии обороны Израиля. Однако ЦАЛь не позволит подозреваемым приблизиться к израильской границе и недавно созданным армейским постам на 5 стратегических позициях. За последние же несколько дней, как сообщает армия обороны Израиля, она провела интенсивную деятельность на юге Ливана, устраняя любые угрозы, которые она могла найти, от тайников оружия Хизбаллы до туннельной инфраструктуры. Войска действовали в районах до 8 километров внутри Ливана. В ЦАЛе утверждают, что территория вблизи границы с Израилем по сути полностью очищена от инфраструктуры Хизбаллы, после того, как за последние месяцы войска просканировали почти каждый дом, каждое дерево и каждую долину. Между тем, армия обороны Израиля добавляет, что продолжит обеспечивать соблюдение соглашения о прекращении огня после вывода войск, немедленно нанося удары по угрозам Хизбаллы и уведомляя возглавляемый США комитет о других нарушениях. Израильские военные надеются, что ливанские вооруженные силы будут активнее действовать против Хизбаллы, комментируя, что пока их операции против террористической группировки идут медленнее, чем ожидалось. Везде, где ливанская армия бездействует, ЦАЛь обещает действовать, как и во время прекращения огня, координируя все с Соединенными Штатами Америки. Если режим прекращения огня сохранится после вывода войск ЦАЛя, перемещенные израильские жители севера Израиля начнут возвращаться в свои дома уже со 2 марта. Но тем временем армия обороны Израиля заявила, что недавно уничтожила туннель Хизбаллы на ливанской стороне приграничного района горы Дов. По данным ЦАЛя, туннель, принадлежащий элитному подразделению Хизбаллы, имел длину в десятки метров. Он включал в себя несколько комнат и тайников с боеприпасами. Сейчас уникальные кадры из туннеля Хизбаллы вы видите на своих экранах в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Смотрите нас прямо сейчас на YouTube. Новости на Радио Нария. Глава Шабак Ронен Бар заявил, что он больше не входит в состав израильской группы по переговорам об освобождении заложников. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11. Добавлю, что ранее появилась информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен полностью уволить Ронена Бара. Бар и Нетаньяху конфликтовали с самого начала войны, особенно из-за переговоров об освобождении заложников, в ходе которых руководители служб безопасности утверждали, что Нетаньяху позволил политическим соображениям повлиять на принятие решений таким образом, что это помешало достижению соглашения на раннем этапе. Главные новости Израиля. В это же время лидер оппозиции Яир Лапид и бывший министр военного кабинета Бенни Ганц призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не увольнять главу Шабак Ронена Бара. Цитирую: «Бар – храбрый и честный человек, который взял на себя ответственность за события 7 октября. И сейчас не время его увольнять, особенно когда ведутся деликатные переговоры о дальнейшем освобождении наших заложников». Об этом заявил Ганц журналистам перед еженедельным заседанием фракции своей партии в Кнессете. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич требует провести голосование по вопросу реализации плана президента США Дональда Трампа по захвату сектора Газа, настаивая при этом на том, что Израиль также должен принять требования президента США о немедленном возвращении всех заложников Хамас. Если Хамас это не сделает, Израиль откроет врата ада. Полная оккупация сектора Газа, полное прекращение помощи, без воды, без электричества, без топлива. Все население будет перемещено в гуманитарные зоны. Оттуда Израиль немедленно начнет миграцию жителей Газы в другие страны. Кроме того, по словам Смотрича, Израиль должен аннексировать северную часть сектора Газа, Филадельфийский коридор на юге и другие стратегически важные районы анклава. Либо мы, либо они. Либо мы победим Хамас, либо, не дай бог, Хамас победит нас, говорит Смотрич, призывая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вернуться к войне после первой фазы прекращения огня, оккупировать 10% территории сектора Газа, установить над ней полный контроль и распространить на нее суверенитет Израиля.
Об этом заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Окружной суд Иерусалима одобрил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу отменить запланированное на сегодня слушание его показаний по уголовному делу о коррупции, делу, в котором Нетаньягу получал в подарок сигары и шампанское. Нетаньягу направил просьбу во время закрытого заседания суда, заявив, что вопросы безопасности и дипломатии требуют его внимания как премьер-министра и обусловили необходимость отмены слушаний сегодня во вторник. Команда защиты Нетаньягу также просит сократить количество слушаний для дачи показаний премьер-министрам с 3 до 2 в связи с сохраняющейся напряженностью в сфере безопасности и сложной дипломатической ситуацией. Суд же заявил, что вскоре вынесет решение по этому вопросу. Всего в отношении Нетаньягу заведено 3 дела. Дело 1000, дело 2000, дело 4000. Обвинение по делу 1000 полагает, что Нетаньягу получал подарки, в том числе сигары и шампанское, от бизнесменов в обмен на различные услуги. На суде премьер-министр сказал, что у него редко бывает время выкурить сигару целиком, а шампанское он вообще не пьет. Но критики Нетаньягу ложно обвинили премьер-министра, что шампанское пьет Сара Нетаньягу, жена премьер-министра, и эти подарки он якобы получал по ее просьбе. В деле 2000 и деле 4000 речь идет о том, что премьер-министр якобы помогал определенным медиа в обмен на более благоприятное освещение деятельности. Эти обвинения Нетаньягу также отрицает. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Ну и появился график освобождения заложников на оставшийся период текущего первого этапа соглашения о прекращении огня с Хамас. График изложенный в приложении к соглашению, содержание которого было обнародовано и официально не публиковалось. Итак, в четверг, 20 февраля, Израиль должен получить тела 4 заложников. Израиль ожидает, что получит имена этих 4 заложников уже в четверг утром. В субботу, 22 февраля, Хамас освободит 3 живых заложников. В период с 22 февраля по 2 марта Хамас планирует освободить последних 3 живых заложников первой фазы, включая и похищенных, которые удерживаются в секторе Газа более 10 лет. Израиль же освободит всех женщин и детей, арестованных в Газе 7 октября. Задержанные не участвовали в нападении Хамас 7 октября 2023 года. Полиция Иерусалима сняла 3 палестинских флага в самом центре района Харидим Меа-Шеарим. Это вызвало огромное недовольство его жителей. Местные жители района, где преобладают антисионистские настроения, забросали яйцами сотрудников полиции, пытавшихся снять флаги, висевшие в окне многоэтажного здания. Представитель полиции Израиля отмечает, что забрасывание яйцами не причинило никакого вреда стражам порядка. В ходе той же операции полиция обнаружила и склад в этом районе, заполненный палестинскими флагами, рациями и другими плакатами с подстрекательским содержанием против государства Израиль. Плакаты, напечатанные на иврите, английском и арабском языках, содержали такие сообщения, цитирую: «Евреи не являются сионистами», а также, цитирую, «Истинно еврейство всегда выступало против сионизма и существования государства Израиль». Конец цитаты. По словам пресс-секретаря полиции Израиля, стражи порядка конфисковали флаги и плакаты и доставили подозреваемых в полицейский участок для дальнейшего расследования. Новости на радио Нария. Европейский вещательный союз одобрил заявку Израиля на участие в конкурсе песни Евровидения в этом году. Общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11, отвечающая за участие Израиля в ежегодном конкурсе, в своем заявлении прокомментировала, что текст и название песни также были одобрены. Песня Израиля для Евровидения этого года, которую Юваль Рафаэль исполнит на конкурсе в Швейцарии в мае, должна быть представлена общественности 9 марта. Новости на радио Нария. Радио Нария готовит иск в суд против фейковых каналов новостей на YouTube, которые крадут материалы нашей редакции. Это оформление, концепцию и название. Также каналы воруют фотоматериалы с платных подписок других компаний, которые покупают фото и видео в специальных базах стоках фото.
В ближайшее время фейковые каналы будут заблокированы. Сейчас же на эти каналы уже наложено ограничения по просмотрам. Ну а их собственники, кроме денежной компенсации, будут лишены возможности распространять ложь. Спасибо всем нашим слушателям, которые оперативно сообщают нам о лживой пропаганде в сердце еврейского государства. Напомню, что фейковые каналы используют идентичные обложки видео, как и у Радио Нария. Обратите внимание, на фейковых каналах нигде не указано, что это Радио Нария. Важно! На обложке видео должно быть написано, что это Радио Нария, и наш канал называется Радио Нария. Если вы обнаружили фейки, напишите нам на email редактора радио Уриэля Гинзберга. Адрес efir@radionaria.com. Вернулся официальный телеграм-канал Радио Нария. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Следите за новостями Израиля в режиме реального времени. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же смотрите нас по телевизору, отсканируйте QR-код на своих экранах. Так вы сразу попадете в наш телеграм-канал. Или же в поиске телеграм напишите «Радио Нария» латинскими буквами. Если хотите поддержать Радио Нария, можете сделать это прямо сейчас. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите кнопку «Подписаться». Также нажмите под этим видео на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в среду, 19 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.